Подготовка пчелиной семьи к зиме. О, все. О, вот посмотри, видишь, сколько он занимает. Вот она примерно. Вот. Остальные рамочки там мы изымем. Вот видно, да, где много пчелы? О, сейчас мы ее туда загоним. Дымком. О, она убежала. Когда дымом на нее, это у нее ощущение пожара. В лесу пожар. Она быстренько ретируется вниз, набирает в зобики меда и готова отсюда слинять, в случае чего. Ну, заодно она и не кусается, естественно. Нет укусов. Ну, меньше укусов. Но то среднерусская порода у меня. Она более злобливая. Ну, пустые рамочки мы заберем. Они весной будут, эти рамочки, обратно возвращаться, когда будет семья развиваться. Светлые, это новые, которые темные, там выводился расплод, а расплод выводится самый. Она ж в коконе пчела закрыта, сама пчелка. И кокон остается там. И вот она темно становится. Ну, как правило, где-то 8 рамок я оставляю в зиму. Пока вот я оставлю 8 рамок. Пока. А там будет дальше видно. Что у нас тут? Вот заполняется медом уже. Расплод вышел. Здесь расплода нет. Так. А щеточкой я просто пчелу туда подогнал, чтобы она в гнездо пошло. О, все. Осталось подкормить. Дать им корма. Закрываем. Это осталось только еще ее немножко подкормить. И семья готова к зиме. Встретимся с ней. Будем надеяться в марте. Ну, хуже, когда в апреле. То есть, чем раньше облет, тем лучше. На 8 рамок я сузил гнездо. А литок, он где-то вот здесь вот кончается. Поэтому мне надо сократить литочек вот этот. Я что сейчас и делаю.